подходим, наверное, к одной из самых интересных тем этого периода, к теме блестящей эпохи царствования Екатерины II. До революции ее называли Екатерина Великая. В советской историографии такое наименование не утвердилось, но, тем не менее, действительно, это была поразительная, многогранная, яркая, противоречивая личность, к которой можно относиться по-разному, конечно. Но то, что 30 с лишним лет ее правления – это один из самых интересных периодов русской истории, и, наверное, точно самый интересный период XVIII века, совершеннейшая истина. Время Екатерины – это настоящая вселенная для тех, кто любит историю, для исследователя. Но начинала свою жизнь София Августа Фредерика Ангальд-Цербская, она же будущая Екатерина II, более чем скромно, как одна из бесчисленного множества по тем временам мелкопоместных немецких принцесс. На территории современной Германии, Польши, частично Австрии, частично современной Франции, на тот период было время так называемой феодальной раздробленности. Вот мы под понятием феодальная раздробленность представляем главным образом нашу Киевскую Русь, или, точнее говоря, то, что стало с Киевской Русью перед монгольским нашествием, когда она рассыпалась на несколько десятков относительно небольших славянских русских княжеств. Но наша феодальная раздробленность – это ничто на фоне феодальной раздробленности в Германии. В Германии на тот момент было более 300 формально, опять же, независимых, связанных разными степенями вассалитета и полусоюзнических обязательств, княжеств, герцогств, маркграфств, ну и так далее. По размеру большинство из них сопоставимы с современным Лихтенштейном. Люксембург – это уже большое княжество. Кстати сказать, Лихтенштейн – это вот как раз осколок типичного тогдашнего германского княжества. Цербст, княжество, принцессой которого была будущая Екатерина. Это маленькая территория на месте современной германской земли Саксония-Анхальт. Княжество это существовало с некоторыми перерывами примерно со времен, опять же, нашей Киевской Руси и до конца XVIII века. Князья Ангальд-Цербский род древний, но, что называется, захудалый. Отец Екатерины, Август Ангальд-Цербский, христиан, служил в прусской армии до того момента, пока не стал герцогом, не унаследовал герцогство. Дослужился у Фридриха Великого до генерала. Главой княжества стал только в 52 года. Вскоре после этого, когда его дочь была избрана в невесты наследника российского престола, прусский король Фридрих II Великий пожаловал ему звание генерал-фельдмаршала. Не за военные заслуги, естественно, а по политическим соображениям, за успешные отеческие труды. Мать Екатерины, Иоганна Елизавета Гольштейн-Гатторпская, Иванка, имела более знатную родословную, была правнучкой датского короля. Мы уже говорили о том, что датское королевство и вообще конгломерат скандинавских королевств того времени, Дания, Швеция, Норвегия, это большие сильные государства, и Дания сама по себе периодически включала в себя Норвегию, Исландию, массу островов, гренландию, само собой, разумеется, часть Прибалтики. Датчане это были такие парни бравые, не принцы Гамлеты. Вот кто не знает, например, Александр Невский на Чудском озере воевал не только с псами-рыцарями, и там был довольно мощный отряд датских рыцарей, потому что датчане владели в Прибалтике большими землями. Пусть эстонские ребята не расстраиваются, но город Таллин, как мы знаем с вами, опять я не помню, я вам рассказывал, город Таллин – это датский город. Датчанами основан, датчанами владелся, и звучит это Таллин – датский город. Прямой перевод. Вышла замуж мама Екатерины, когда ей было 15 лет. Супругу 37, соответственно, разница в 20+. Это абсолютно нормально для того времени. И с династической точки зрения, мама была более высокого происхождения, чем ее супруг, хоть он и был и генералом. То есть 5 детей, которые родились в этом браке до совершеннолетия, смертность детская тогда была высокая, даже у князей. Из 5 детей до взрослого возраста дожила только 2, сама Екатерина, прожившая почти 70 лет, как мы с вами помним. Сразу забегу вперед, в отличие от всех своих предшественниц на российском престоле, и от Елизаветы, и от Анны Иоанновны. Я про Екатерину I говорить не буду. Екатерина II – это был образец здорового образа жизни. Запомните это. Это просто как надо питаться, за собой следить, строить график рабочий, очень много работать. Опять же, забегу вперед. Екатерина – образцово работоспособный, трудолюбивый монарх. Потом, когда она им станет. И дожила только она и ее брат Фридрих Август, последний правящий герцог
этого небольшого княжества. Императрица Екатерина потом, почему я вспомнил, что она прожила почти 70 лет, императрица Екатерина переживет и своего брата, и свою малую родину, которая в 1793 году, как раз во время революционных французских войн, после смерти бездетного Фридриха Августа, войдет в состав другого, тоже не очень небольшого немецкого княжества. Но родилась Екатерина даже не в Цербсте, а в Штеттине. Посмотрите на карту. Штеттин – это ныне польский город Щецин, на самой северной границе Германии и Польши. Судьба этого города, как и этих земель, очень интересна. Вообще, это изначально были славянские земли, потом их на каком-то этапе заняли славянские племена, уже поляки. Потом началось германское завоевание. Шведы там какое-то время покомандовали, потом германское завоевание. На протяжении многих-многих веков вся западная часть Польши, потому что просто провести эту линию от моря вниз, в сторону уже Чехии, Австрии, Словакии, это вся западная часть Польши, это были германские территории, где поляки, собственно, составляли меньшинство, иногда очень сильное меньшинство. В те времена Штеттин, естественно, германский город. Да, кстати, получили, напомню, кто забыл, эту огромную территорию, это почти, наверное, треть современной Польши. Все это Польша получила от Советского Союза и от Сталина по итогам Потсдамской конференции в 1945, 1946, 1947 годах. Немцев оттуда выселяли, заселяли эти территории поляками, заселяли поляками из Западной Белоруссии, Украины. Говорят, даже этнические украинцы туда переселялись в каком-то количестве. Но немцев всячески оттуда выдавливали и изгоняли. То, что мы сегодня видим, Щецин, Вроцлав, это, конечно, земли, где на протяжении столетий были германские земли, германские территории. Конечно, современная Польша должна быть всячески признательна Советскому Союзу за то, что получила такую огромную территорию, когда-то бывшую, безусловно, территорией активного освоения славянскими племенами, получила по итогам Второй мировой войны. Но хотя мне тут слово «компенсация» не нравится, потому что компенсировать можно только то, что тебе исконно принадлежит. А как мы с вами знаем, западно-белорусские, западно-украинские земли, там как раз этнические поляки составляли весьма существенное меньшинство. Поэтому разошлись таким образом. Эти земли были присоединены к Белоруссии, к Украине, а германские земли на востоке, большие германские земли на востоке, отошли Польше, которая от этого только выиграла. Кстати, выиграла и экономически, и инфраструктурно. Конечно, эти территории были гораздо более развиты и гораздо богаче, чем эти бедные территории на западе Украины и западе Белоруссии. Возвращаясь к Екатерине II. Она родилась в немецком Штеттине, где ее отец просто служил, гарнизонная дочь. Он служил там комендантом немецкой крепости на службе короля Фридриха. Семья жила небогато. Дом сохранился, где она родилась по сей день. Там мемориальная табличка висит. Когда, по-моему, Леонид Парфенов делал замечательное кино «300 лет Российской империи», всем рекомендую посмотреть, кто не видел этот документальный цикл. Он там снимал этот дом, и там, по-моему, тогда еще была табличка на русском языке, что здесь родилась императрица Екатерина Великая на русском, на английском, наверное, на польском. Сейчас мне уже написали, что все, на русском языке таблички нету. Только на польском, английском, немецком. Жизнь семьи была весьма спартанской, можно сказать, даже скромной. Дрова и уголь дороги. Зимние ночи температура в помещениях опускалась практически до нуля. Во всем этом Екатерина потом вспоминала. Еды вроде бы как хватало, но жили без изысков. Капуста, хлеб, супы. Принять ванну – это большой расход дров, поэтому нечасто стирали в холодной воде. Так, для понимания уровня жизни, комендант крепости, офицер, папа Екатерины Христиан, брился остывшей водой, которая оставалась после завтрака. Вскипятили вместе воду, пока там чай разливают, той же водой быстро-быстро офицер побрился. Второе, горячее ели раз в день, потому что, опять же, дорого, на дневную трапезу дров не тратили. Небогатая офицерская жизнь коменданта крепости. Вообще, скажу вам, что семью Екатерины трудно назвать счастливой. Девочка из неблагополучной семьи, потому что семья была неблагополучной. Отец на детей внимания не обращал вообще, целый день на службе. К жене своей, хоть молодой и, как говорят, довольно симпатичный, внимания не проявлял. Мать не любила ни мужа, ни детей. И вообще, судя по всему, дочь ее откровенно раздражала, потому что она очень ждала сына, поэтому могла и в присутствии слуг, гостей и наорать на свою дочь, и
отхлестать ее по щекам. При этом сама себя юная мама считала описанной красавицей, и хотя портреты, откровенно скажем, нас в этом не убеждают, интересовалась в основном нарядами, сплетнями, любованием своей неземной красотой и демонстрацией превосходства перед другими местными гарнизонными женами. Ну и, конечно, похождение амурного свойства. Вообще, галантный век – это время особое с точки зрения морали в Европе того времени, но даже по меркам легкости поведения той эпохи поведение Иоганны выделялось. Любовники мелькали феерически. Екатерине потом кого только в отцы не записывали. И короля Пруссии Фридриха, ее будущего секретаря Ивана Ивановича Бетского. Фридрих, конечно, личностью был незаурядной, сильным политиком, решительным и одаренным военачальником. Тут я сделаю небольшое отступление, потому что вот с точки зрения немцев, вот, немецкой науки, военно-исторической, конечно, Фридрих – это наш Суворов, Кутузов и Багратион и Скобелев вместе взятые. То есть для немцев это идеал военачальника такого нового времени. Вот с нашей русской точки зрения, конечно, военная тактика Фридриха – это просто издевательство над солдатом и над здравым смыслом. Все его нововведения в военном деле сводились к повсеместному использованию так называемого косого строя, когда на одном фланге концентрируются наиболее мощные силы, наиболее ударные элитные воинские части. Идут они неровным строем, как тогда было принято, а косым, сносят фланг соперника. После этого порядки ломаются, мощный огонь, но самое главное нет. Это, кстати, не он изобрел этот косой строй, задолго до него. А самое главное нет. Основная военная идея Фридриха – это тотальный автоматизм солдата на поле боя. Вот тотальный, абсолютно. Солдат должен бояться своего офицера и сержанта больше, чем противник, больше, чем смерти. Идти с определенной скоростью, колоть по команде, стрелять по команде, перезаряжать максимально быстро, маневренные действия воинских частей на поле боя, управляемость армии. Вот. Но добивалось это очень простыми методами. Жесточайшей муштрой, более страшной системой телесных наказаний, принудительных работ, штрафных батальонов, как бы сейчас сказали, и всякого рода страшилок для солдатского и сержантского состава, фельдфебельского, чем было в армии Фридриха, наверное, не существовало ни в одной армии Европы, ну, по крайней мере, точно там, ни за 100 лет до Фридриха, ни 100 лет после него. Это была армия, сражавшаяся не за родину, ни за идею, ни за честь, ни за преданность полководцу и монарху. Это была армия, сражавшаяся из страха. Вот. На поле боя шанс выжить еще есть, а если ты побежишь, или будешь плохо себя вести, или не будешь слушаться офицера, то шансов выжить у тебя нет. Именно поэтому армия Фридриха умела побеждать, а если она, и в атаке она была, в наступлении она была достаточно эффективной, но если армия Фридриха сталкивалась с трудностями, а главной трудностью Фридриха, как мы знаем, была... Трудность у него была одна. Это русские. Русские не бежали. То вот тут все сыпалось. Все сыпалось, потому что солдат Фридриха плохо держал удар в обороне. Солдат Фридриха разбегался. Дезертирство носило массовый характер. Больше процента дезертиров, чем у Фридриха, не было ни у кого. И солдат Фридриха легко переходил на службу к другому, к своему противнику, как ни один другой солдат ни одной армии мира. Вот это надо обращать внимание. Поэтому я оговариваю, что Фридрих, конечно, личность была сильная, яркая, и администратор был незаурядный, но вот с полководческой точки зрения Фридрих – это антисуворов, и это вот, на 100%. Вот. Все, что хорошего было в русской армии, все, что хорошего было в полководческом даре Суворова, можно перевернуть на 180 градусов, поменять плюс на минус, и это будет прусская армия Фридриха. Возвращаясь к Фридриху как к потенциальному отцу Екатерины II, ну, это, конечно, полная ерунда, потому что Фридриха можно подозревать в чем угодно, но женщинами он не интересовался. Он совсем. Сниму модные сплетни. Никаких доказательств, что особо он интересовался мужчинами, тоже нет. Такое ощущение, что он был просто человеком сухим и, как бы сейчас сказали, асексуальным. Интересовала его война, интересовала его величие Пруссии, а вот на любовь времени не хватало. В этом отношении Фридрих очень похож на другого одаренного военачальника, ну, гораздо хуже, правда, чем Фридрих, закончившего свою жизнь, Карла XII. Карл XII, как мы знаем с вами, гордился своей девственностью, никогда не вступал ни в какие отношения с женщинами,
его даже буквально трясло, если его там женщина брала за руку, какие-то знаки внимания ему оказывал. Но при этом Карл XII точно так же совершенно не интересовался и мужчинами. Вот. Ему вообще было не до этого. Вот такие были странные типажи. Так что на роль отца Екатерины Фридрих точно не подходит. А вот Бецкой общался довольно часто, встречался с матерью Екатерины, когда работал в Париже. И известно, что Екатерина очень внимательно, почти нежно потом относилась к Ивану Ивановичу Бецкову. Посмотрите сериал «Екатерина». Там так показано, как она ценит Бецкова. Он на протяжении 17 лет был ее личным секретарем. Именно Бецкому было доверено воспитание сына Екатерины в внебрачной связи с Григорием Орловым, того самого Леши Бобринского. В воспоминаниях современников, что как-то видели даже Екатерину целующую руку Ивану Ивановичу Бецкому. По нормам того времени женщина могла, такого женщина уровня, могла поцеловать руку только либо отцу, либо священнику. Ну, в общем, все это, конечно, любопытные версии. Вот. Я, возвращаясь к семье Екатерины, отмечу, что не сложились у нее отношения с отцом, ни с матерью, ни с братом. И даже во взрослые годы, когда брат Екатерины Фридрих уже правил Ангальцербстом, а Екатерина была российской императрицей, эти два самых близких по крови человека никогда не встречались, не переписывались и не поддерживали никаких отношений, что, в общем-то, весьма показательно. В детстве Софию Фредерику называли уменьшительным именем Фике или Фикхен. Что-то вроде маленькая Фредерика или Фредеричка. Девочка была невероятно энергичная. Она носилась по дому, она съезжала по широким перилам, она шумела, она плясала. Мать это невероятно раздражала. И если она видела танцующую, прыгающую, играющую с мальчишками дочь, она ее тут же наказывала. В общем, большую часть своего времени Фике была предоставлена сама себе. Родительской любви она не знала, как я сказал, с братом не дружила. Давайте задумаемся, как такое детство могло повлиять на характер будущей императрицы, будущей Семирамиды Севера. Да вот так, что не было никакого образа семьи у Екатерины, не было никакого понимания, что такое близкие родные люди. Более того, выйдя замуж, она ведь и ничего хорошего от супружеской жизни тоже не получила. Никаких родственных привязанностей. А привязанности личные, которые потом уже во взрослом возрасте, если и возникали, она всегда просто ставила на службу себе и государственным интересам. Несколько слов о воспитании и образовании молодой Екатерины до ее приезда в Россию. С 1737 года она живет в Цербсте. Вот Штеттин – это хотя бы еще такой относительно крупный город. А Цербст – это совсем глухомань, это такой райцентр. Там холодно, 3 дня подряд подают один и тот же суп в княжеском доме, то есть пока старые не съедят, новые не готовят. Там ее начинают как-то учить. Екатерина не получила университетского образования, она получила свойственное тому времени домашнее образование, вот как потом знаменитый Фанвизин описывал домашнее образование Митрофанушки. Приходили разные учителя, чему-то учили. И Екатерина, конечно, совсем не была Митрофанушка, она учиться очень любила. Начнем с того, что хоть с мамой ей не очень повезло, но вот с точки зрения материнской любви, но зато Екатерине повезло с няней, как Пушкину. Кто-нибудь читал стихи Пушкина, посвященные маме, посвященные Арине Родионовне? Вот. И у Екатерины тоже была любимая няня, молодая француженка, мадемуазель Кардель. Екатерина много о ней писала в своих мемуарах. Она писала, что только благодаря ней она выучила хорошо французский язык. Ее няня, гувернантка, очень интересовалась театром, и поэтому Екатерина знала, как свои 5 пальцев, опять же, с подачи няни, все французские комедии и трагедии. Именно она приохотила свою воспитанницу в юном возрасте к чтению, за что все мы должны сказать забытой француженке большое спасибо. Французская девочка, естественно, знала как родной. Ей также преподавали историю, преподавали географию. И, как мы понимаем, это были не университетские профессора, и качество преподавания вполне соответствовало уровню райцентра города Цербста. Но вот к самообразованию Екатерина проявила самый живой интерес. Она вспоминала, что уже в 12-летнем возрасте она прочитала, например, «Аналы Тацита». Она прочитала несколько раз за поем сравнительные жизнеописания Плутарха. Это хорошая, серьезная историческая литература. А сочинения, я вот сам в таком же возрасте читал, действительно очень интересно. Например, сочинения Монтескье о духе законов оставались ее настольной книгой до конца дней. А это уже университетская программа. Екатерину учили музыке, но вот как мы учим детей, отдаем их, стараемся их отдать в музыкальную школу, так и тогда. В более-менее приличных домах обязательно ребенка учили музыке. Вот здесь я сразу скажу, это не в коня корм.
Музыка Екатерины до конца жизни оставалась бессмысленным набором звуков. Она терпеть не могла ни оперу, ни симфонию, ни другие музыкальные произведения. Всячески избегала походов в театр на музыкальные представления. Судя по всему, у нее какой-то был дефект слуха. То есть она вот была... Знаете, бывают люди 100% лишенные музыкального слуха. Но музыка – исключение. А вот в целом Екатерина исподволь, незаметно для окружающих, с нечеловеческим упорством в юном возрасте формирует, лепит себя, строит себя сама. Она делает книксоны, учтиво улыбается окружающим. Она учится быть светской, она учится быть любезной, невозмутимой. Да, мать кричит на нее, а Фике терпит, улыбается. Продолжает работать над собой. Первый раз попав ко двору, к большому уже настоящему королевскому двору, это к двору начальника ее папы, короля Фридриха II, она очарована богатством, она очарована этими роскошными, как ей кажется, одеяниями придворных, красивой мебелью, большими комнатами. В конце концов, она теплом, потому что во дворце Фридриха тепло, там все время топят печи. Но больше всего ее поражают великосветские манеры. И, кстати, ее поражает сам король Фридрих. Тут надо отдать должное. Фридрих вел себя, с одной стороны, очень величественно, но с другой стороны, естественно. Он демократичен, он улыбается, он со всеми беседует, вплоть до младших офицеров. Фридрих всегда очень ровно держит спину. Вот не сутулится, как я. У него идеальная осанка. Разговаривать, подняв голову всегда. Екатерина, я напомню, очень маленького роста. Мы не знаем точно какого. Ну, я думаю, что там где-то до 160. Меньше 160. Но она не выглядит маленькой. Она стройная. Такой же синдром, как у Людовика XIV, короля Солнца. Король Солнца был сильно ниже среднего роста. Но этого никто не замечал, потому что он был прямой, как стрела просто. Развернутые плечи. Кстати сказать, тогда та же самая французская гувернантка дала Екатерине еще один совет, которому она следовала потом всю жизнь. Когда разговариваешь с собеседником, будучи ниже его ростом, не поднимать глаза вверх, а как бы смотреть собеседнику в подбородок. Тогда другие будут вынуждены сами опускать голову, опускать взгляд и ловить твой взгляд. В общем, пройдет какое-то время, и манеры Екатерины при русском дворе оценят. Ну, а в Германии, что могло ждать ее в Германии? Ну, в лучшем случае, участь супруги одного из бесчисленных 300, в лучшем случае, 300 князей. А детей-то гораздо больше, чем княжеств. Можно было быть бесконечно, ожидать наследства. Ее такая роль не устраивает. Она исподволь готовит себя к другой жизни, яркой, насыщенной, полнокровной. Она пока еще не знает, как его достичь, но если появится малейший шанс, маленькая Фике использует его на 100%. И этот шанс у нее появился случайно. Это была первая и последняя случайность, которая не зависела от самой Екатерины. Первый и последний раз, когда судьба помогла ей. Ее выбрали в жены, дали шанс. Потенциальные невесты будущему наследнику российского престола. И этот шанс она использует на 100%. И начиная с этого момента, всего остального она уже добьется сама. Как, собственно, получилось, что Екатерина была выбрана в невесты наследнику российского престола. Как так сложились карты? Чтобы понять, здесь надо учесть два фактора. Фактор политический и фактор личностный. Политический фактор таков. Вспомним международное положение тех дней. Значение России как субъекта европейской политики резко возрастает. Соответственно, растет ее роль в разных династических европейских интригах. Россия активно пытается сажать своих кандидатов на разные европейские престолы. Уже тут игра престолов по полной программе идет. Родственники Екатерины здесь в стороне не остались. Я напомню, что в самом начале царствования Елизаветы, 1741-1743 года, прошла очередная победоносная для России война с Швецией. В Швеции мы воевали практически весь 18 начало 19 века. Северная война – это только был первый этап. Потом шведы еще несколько раз нападали на Россию, каждый раз пытаясь получить реванш за поражение в Северной войне, и каждый раз лишались очередной части своей территории, платили контрибуции. Ну, это такая последняя попытка шведского реванша была предпринята буквально незадолго до войны 812 года. Вот с тех пор уже больше шведы к России вопросов не имели. 1741-43 год – это была очередная попытка. Результатом стало то, что еще несколько сот квадратных миль финской, то бишь шведской территории стали российскими. Одновременно были подтверждены все положения, соответственно, Ништадтского мира 1721 года. И Россия, пользуясь случаем,
пользуясь шведской слабостью, активно включилась в поиск своего лояльного кандидата на роль наследника шведского трона. Я напомню, что шведский король Фредерик I Гессенский был бездетен, и он умрет через несколько лет, не оставив наследника. Вот таким потенциально неплохой кандидатурой мог бы стать галштинский Карл Ульрих, но было поздно, к этому моменту он уже перешел в православие, принял имя Петр, и потом станет императором Петром III. Поэтому в 1743 году под нажимом России наследником шведского престола был избран Адольф Фредерик, родной брат Иванки Иоганны, мамы Екатерины. Елизавета посчитала так, что, коли родственник, значит, будет придерживаться пророссийской линии. История показала, что все это не работает, но факт остается фактом. С 1751 и до своей физической смерти через 20 лет на шведском троне находился родной дядя Екатерины II. Не был сильным политиком, он делал то, что ему указывал парламент, но при этом был вполне доброжелательный человек, в отличие от своей сестры, непутевой мамы Екатерины, примерно семьянин. Россию, правда, он не любил, племянницу свою Екатерину всячески осуждал за излишне фривольное поведение. Как часто бывает, родственная ставка не сработала. Швеция была по отношению к России при дяде Екатерины весьма враждебна. Для межгосударственных отношений того времени и для Германии того времени, для любой абсолютно немецкой принцессы, переехать в Россию в каком бы то ни было качестве, не говоря уже о качестве невесты наследника престола, это счастье было немыслимое. Тогдашняя Германия бедная, страна несчастная, страна, разрезанная на 300 кусочков. Король Фридрих Великий, глава самого мощного германского государства, Пруссии, огромного по немецким меркам, с присущим ему асексуальным цинизмом, говорил, что немецкие княжны – самый ходовой и популярный товар в Европе. Если девушке повезло выйти замуж за границей, это хорошо. Повезло еще и выйти замуж за русского, то это счастье вдвойне. Пожелания Елизаветы найти немецкую принцессу совпали с чаяниями ее будущего заклятого друга Фридриха Прусского. Они оба хотели видеть женой наследника престола принцессу, но не слишком знатную, из княжества, но самого-самого бедного. Фридрих при этом рассуждал так, что если Россия породнится с сильными странами, не дай бог с Францией, то Пруссии от этого будет нехорошо. Пусть лучше у нее будут не сильные родственные союзники. Ну и плюс, чем беднее княжна, тем больше она будет обязана Фридриху за такую свадебную рекомендацию. И он поэтому и активно предлагал императрице Елизавете Екатерину как симпатичную, но бедную. А у Елизаветы была логика другая, у нее была логика женская, не политическая. Она боялась взять невесту из большой, сильной, богатой страны. Ей казалось, что бедная будет более управляемая. Поэтому она последовательно отвергла сначала саксонскую принцессу, потом дочь польского короля, потом одну из французских принцесс. Ну и так или иначе, в итоге кандидатура Екатерины всех устроила. Получилось хорошо. России тогда, кстати сказать, Фридрих высказывался со смесью уважения и цинизма. Я зацитирую. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная, самая сильная. Будущие правители Пруссии, читая Германии, должны искать дружбы русских варваров. Он же говаривал, что половина его шпионов работает в России, но половина имеется в виду всего состава службы внешней разведки Фридриха. Вот половина работает на русском направлении. И что он тратит на своих шпионов больше, чем на свою армию. Я думаю, в этом отношении, конечно, он привирал, потому что на свою армию, как считается, Фридрих тратил до 80% государственного бюджета Пруссии, то есть второй половины никак не оставалось. А вот что касается того, что половина шпионов работала, как бы сейчас сказали, в русском отделе, это, скорее всего, правда. В общем, так либо иначе, Фридрих был свахой, поскольку он последовательно сосватывает в Россию аж 3 императриц. Сначала будущую Екатерину II, а потом еще первую жену Павлу Петровичу императору, потом вторую, когда первая жена его умрет. Итак, в 1943 году Фридрих предлагает Елизавете кандидатуру Софии Фредерики, давая ей следующую характеристику. Цитата. «Молодая принцесса при ее живости и веселонравии одарена отличными качествами ума и сердца. К тому же он напомнил Елизавете вот о чем. На смертном одре мать Екатерина I завещала Елизавете, доченьке Лизе, выйти замуж за галштинского принца. Этот галштинский принц был тоже родным братом мамы Екатерины Иоганны. Таким образом, София Фредерика
была племянницей потенциального жениха Елизаветы, принца Карла. Напомню, что Карл приехал в Россию, там простудился, заболел, переел. Сложная история, там не поймешь, перепил. В общем, умер. Хотя Елизавете понравился. Вот это воспоминание о несостоявшемся своем замужестве с Карлом и то, что это Екатерина, это его племянница, лично сложилось с политическим. И таким образом выбор был остановлен на Екатерине. София Фредерика к тому моменту уже знает, кому ее будут показывать. И она уже видела один раз, еще 10-летней девочкой, давно своего будущего мужа в резиденции герцогов Гольштейнов. Тогда, конечно, они были совсем детьми, ни о каком браке, ни о каких планах и речи не шло. Ее просто по-родственному познакомили будущим Петром III. Они, кстати, тоже были дальними родственниками. Вот так в этих княжествах все было запутанно и сплетено. Он приходился, надо посчитать, то ли троюродным, то ли там еще дальше четырехюродным братом. Впоследствии в своих воспоминаниях уже немолодая Екатерина написала, что я уже тогда, маленькой девочкой, слышала, как обсуждали моего будущего жениха, который еще не был ее будущим женихом. И вот тогда уже говорили, что молодой герцог Гольштинский склонен к пьянству. Приближенные не давали ему напиваться за столом. Ну, я напомню, что речь идет об 11-летнем мальчике. Все это известно исключительно со слов Екатерины, которая всю жизнь прилагала немалые усилия к тому, чтобы опорочить последствия своего свергнутого мужа. Так что не будем к этому слишком доверчивы. Выезжая в Россию в 1744 году, маленькая Фике, София Фредерика, стремилась не к своему жениху, не к мальчику, которого она, я думаю, смутно помнила. Она напишет: «Он был для меня совершенно безразличен, но не безразличная была для меня русская корона». И, похоже, это была правда. Отец Екатерины, генерал прусской армии, был против брака с русским царевичем. Как подобает снобу немецкому, считал, что Россия страна варварская, страна какая-то нехристианская, православная – это что-то такое неправильное. Ну, в конце концов, с неизбежным он смирился, но дал дочери письменные, подробнейшие инструкции, что делать, чего не делать. Первым пунктом инструкции значилось: всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие. Остальные наказы: быть бережливой, деньги экономить, ну, естественно, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Что характерно, не было ни одного пункта из этой инструкции отеческой, которую бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний. Действительно, она была самой русской из всех нерусских правительниц и правителей на нашем престоле. Кстати сказать, в карты играла ежедневно, потом уже будущей императрицей. Очень любила проигрывать. Похоже, даже проигрывала специально. Но всегда играла на очень маленькие ставки. Пригласительное письмо от Елизаветы было подкреплено векселем на дорожные расходы и экипировку. Елизавета разумно предполагала, что денег на дорогу у немецкой княжны просто нет. Когда Екатерина отправилась в Россию, весь ее багаж составлял 3 платья, 6 рубашек, которые она носила днем и в них же спала, также целых 6 носовых платков. Я думаю, что каждый из нас, собравшись на пару недель отдохнуть в Крым, берет с собой больше багажа. Зима выдалась суровая. 2 недели они под именами графинь Рейнбек тряслись на отвратительных по тем временам немецких дорогах, в холодной карете, ночевали в затрапезных гостиницах, кишащих клопами. Ну и тем разительнее был контраст, когда они прибыли в Ригу. Рига – это уже Россия. Рига – это областной центр, столица Рижской губернии. Здесь их приветствовали пушечной пальбой, барабанами, трубами. Камергер императрицы передал от имени Елизаветы роскошный подарок – 2 собольих шубы. Из убогой кареты она пересела в сани. Наконец-то сытный обед, наконец-то теплые протопленные комнаты. В общем, как вспоминала потом Екатерина, она попала в сказку. А забавный штрих. В Риге, возле дома, в котором они остановились, командир роты почетного караула был барон Мюнхгаузен. Тот самый барон Мюнхгаузен, в ту пору обыкновенный ротмистр, капитан русской службы. Это еще один штрих, насколько было большим счастьем для немецкого офицера попасть на русскую службу. Он попал на русскую службу вместе с окружением мужа Анны Леопольдовны, Антона Ульриха, с большой командой немцев. Прослужил в России сначала в действующей армии под началом фельдмаршала Миниха, потом в гвардии. В боях участвовал 1 раз на территории современного Приднестровья, в настоящих боях, штурмах турецких крепостей. Там сейчас в Приднестровье памятник барону Мюнхгаузену стоит, только не сказочнику, а русскому офицеру. И уже потом, женившись
правда, не на русской, а на рижанке, немки, наверное, скорее всего. Вернулся в Германию, прожил долгую жизнь, больше 70 лет. Занимался охотой, вечерами у него собирались друзья, среди которых и была пара известных писателей. И вот он им рассказывал, рассказчик он был замечательный, басни о жизни в России, страшной, холодной стране, о своих ратных подвигах, как он сам на ядре летал в турецкую крепость и обратно, как стрелял он, когда кончились патроны, вишневыми косточками. И массу всех этих историй Мюнхгаузен рассказывал за кружкой Рейнского. Страшно обиделся, когда потом книги были напечатаны. Даже нанял адвокатов, которые пытались найти этих писателей, пытались найти издателей и засудить. Потому что одно дело рассказ в дружеском кругу, а другое дело, как ему казалось, плохая слава вруна и сказочника. Потом в Европе книги пользовались бешеной популярностью, дополнялись, переиздавались. Уже ничего Мюнхгаузен с этим поделать не мог. На склоне лет, когда ему было там сильно за 70, он зачем-то, супруга у него давно уже скончалась, решил жениться на молодой. Молодой было 17. Мюнхгаузен верил, влюблена она в него по гроб. Влюблена она была, судя по всему, в его фамильное поместье, потому что сразу же ему изменила, там, то ли конюхом, то ли кучером. В общем, испортила бедняге старику жизнь. Был скандал, он пытался развестись, изгнать ее из дома. Она его проклинала. В общем, загнала его в гроб. Не совершил бы он такой ошибки, еще бы прожил лет 10 наверняка. Умер от сердечной недостаточности, в большом расстройстве, судясь с собственной супругой. А в тот момент это был молодой капитан русской армии, ротмистр. В 1744 году, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, невеста прибывает в Москву. В тот же день ее представляют императрице. Императрица ей очарована. Если верить самой Екатерине, она понравилась Елизавете, а Елизавета и Россия очень понравились ей. Вообще в России Екатерине нравилось все, за исключением только будущего супруга. Кто был еще в восторге от изменения образа жизни? Ну, конечно, непутевая мамаша Екатерины Ивановна, Йоганна. Она писала письма, как в России все здорово, как богато, как императрица ее ласкает, как все ее любят. Первая красавица при дворе. Ей к этому моменту 31 год. Она родила Екатерину, так если посчитать, наверное, в 16-м. Молодая совсем женщина. Вот она хочет стать звездой, она хочет стать великосветской дамой. Она на балах, она тусуется бесконечно. Мама Йоганна видит себя как такая светская львица и первая красавица при дворе. И с головой в омут бросается в придворные интриги. Об этом надо писать роман. Вы знаете, вся история с подвесками королевы Дюма – это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги предельно бестолковой молодой женщины. В общем, с головой кинула шпионские интриги. Дело в том, что тот, кто, собственно, порекомендовал Екатерину, потенциальную хорошую невесту, Фридрих Прусский, делал это не за спасибо. Он таким образом хотел усилить свою партию при дворе и обзавестись как бы сетью агентов влияния и шпионов таких. В первую очередь он всячески мечтал склонить Российскую империю к союзу с Пруссией против Австрии. Что он только не делал. Он там подкупал кого только мог. Дипломатов, влиятельных царедворцев. Необычайно много сил и средств потратил на попытку подкупа канцлера Бестужева. Кстати, с Бестужевым никак у него не получалось. Дело в том, что подкуп, по сути, почти открытый, по тем временам был совершенно обыденной дипломатической практикой. Но именно Бестужев приводил в отчаяние многих европейских монархов. Вот посмотрите фильм «Гардемарины». Там внешне не похож на него наш гениальный Евстигнеев, но очень ярко и, мне кажется, удачно передает суть этого видного политика той эпохи, суть его характера. Бестужев деньги брал от всех, не отказывался и никому ничего не делал. Взяв очередную взятку, подношение, он тут же шел к матушке императрице и говорил: вот такой-то пожаловал меня такой-то суммой, весьма несерьезной, хочет от меня того-то и того-то. Матушка, что делать? Матушка говорила ему: что делать? Деньги оставь себе, конечно. Спасибо, что донес. То есть, таким образом, во-первых, деньги оставались у Бестужева, обязательства перед иностранцами обнулялись, а императрице он намекал весьма прозрачно. Первое, что неплохо бы платить верному слуге побольше, а второе, какой он востребованный, нужный человек. Все хотят его купить, а он не подкупен. Но что касается Фридриха, то Фридрих в этом отношении в рейтинге взяткодателей Бестужева не занимал первое место, потому что Фридрих был немцем скуповатым. И вот на каком-то этапе, когда он понял, что купить канцлера ему не удается, он решил сменить тактику, решил его свалить. Своему послу в России он писал:
От низвержения Бестужева, буквально в кавычках, зависит судьба Пруссии и всего моего дома. Аналогичные инструкции предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы дискредитировать, подставить Бестужева, как-то его опорочить и добиться его отставки, были даны всем платным и бесплатным агентам Фридриха, среди которых видное место занимала Йоганна. Мать Екатерина уже в мечтах видела, как она в роли матери-наследницы престола сокрушает Российский союз с Австрией и кладет Российскую империю в качестве младшего союзника к ногам Фридриха. Ну, в общем, как поется в одной известной песне одного ирландского аристократа, Криса де Бурга. Почему аристократа? Я не пошутил. Крис де Бург – прямой потомок Вильгельма Завоевателя. По-моему, барон. Так вот, как поется, шпионаж – is a serious business. Особенно если в холодной стране, где только moonlight and водка. Шпионаж – дело для умных. А вот глупый шпион, он опасен в первую очередь тому, кто его послал. Я думаю, что Фридрих 100 раз проклял день и час, когда он сделал ставку на Йоганну, когда давал ей деньги и какие-то шпионские задания. Потому что эта женщина была совершенно не способна ни понять расстановку сил при дворе, ни, как сказать, сообразить, что к чему, ни почувствовать какие-то тренды, ни, в конце концов, просто соблюдать минимальные меры конспирации. В общем, простота хуже воровства. Йоганна бесконечно шлет Фридриху секретную информацию в рамках своего мироощущения. Кто как одевается, кто что ест, кто что пьет, какие сплетни при дворе, и всякую галиматью. При этом, опять же, шлет это все не секретной почтой, не шифруясь. Вся переписка, естественно, при русском дворе переиллюстрируется, Бестужев работает. И вот среди этой подобной галиматьи, абсолютно для Фридриха бесполезной, читается, что «Я первая красавица, я всем превосхожу саму императрицу Елизавету. Вообще Елизавета сильно подурнела в последнее время, поправилась. У нее там прыщи появились». Вот это вот выдергивается, и эти письма кладутся на стол Елизавете. Ну, в общем, Бестужев мог долго говорить императрице о том, что Йоганна переписывается с Фридрихом, и что, может быть, пишет ему что-то лишнее, и, может быть, сообщает ему какие-то военные сведения. Все это нашу веселую Елизавету совершенно не трогало. Но письмо, где она написала, что Елизавета подурнела, взбесило ее до глубины души. Елизавета с трудом дождалась свадьбы Петра и Екатерины и тут же, через несколько дней, выслала несостоявшуюся Матту Хари из России на все 4 стороны. Все иностранцы, входящие в так называемый Малый двор Екатерины и Петра, тоже были выдворены за пределы державы. Также был выслан и посол Фридриха. Мама ее потом жила в Цербсте, сначала жила вместе с мужем, вернулась к мужу наконец-то. Потом уже после смерти мужа жила как регент малолетнего сына. Потом переехала в Париж. Ей вечно не хватало денег. Надо, кстати, отдать должное, что как матери жены наследника престола Елизавета назначила ей вполне приличную пенсию. Непонятно за что, правда. Пенсию она это тратила очень быстро. Писала потом слезные и даже истеричные письма с просьбами дать ей денег. Письма эти адресовала то дочери своей, то Елизавете. В общем, в конце концов, скончалась довольно не старая по современным меркам женщина, в 48 лет. Ну, вернемся к Екатерине. Как мы помним с вами, невеста своим женихом очарована совершенно не была. Но вот что удивительно, и что то, что и она тоже не понравилась Петру, вот как женщина, абсолютно. За то короткое время, которое Петр к моменту знакомства с Екатериной провел в России, у него уже сложились вполне определенные привязанности. И когда Екатерина к нему приехала, он сразу своей невесте заявил, что он влюблен. Он влюблен в придворную, в дочь Натальи Лопухиной. И как-то ты тут не кстати появилась, потому что я вообще-то собирался на ней жениться. Императрица решила, наверное, придется на тебе. Ну, давай как-то так. Иллюзий не испытывай никаких. Плохое начало для знакомства. Вот что касается влюбленности Петра в дочку Наталью Лопухиной, тут я совершу небольшой экскурс в историю, потому что она очень показательна для нравов того времени, и даже для милосердных нравов времен императрицы Елизаветы. Дело в том, что Лопухина приходилась племянницей Анне Монс, возлюбленной Петра, кто помнит. В годы царствования Анны Иоанновны Лопухина, тоже, видимо, как и мать Екатерины, женщина недалекая, вовсю распространяла слух, будто Елизавета не дочь Петра I, а дочь Вильяма Монса, любовника Екатерины, предположительного. Однажды она даже очень жестоко разыграла молодую Елизавету. Ну, мы помним с вами, что Елизавета была страшной модницей и была вообще помешана на своей внешности, на
по молодости очень стройной фигуре. Во что она одевалась? У нее после смерти 15 тысяч платьев, как написано во всех наших учебниках истории было. Такая зацикленная на себе была девушка и на своем внешнем виде. И вот однажды к Лопухиной на бал в ее дворец прибыла сама императрица Анна Иоанновна с наследницей Анной Леопольдовной и блестящей свитой. Среди свиты была и дочь Петра Елизавета, тогда находящаяся в таком очень странном статусе члена семьи, без всяких прав, без ничего. Лопухина провела их в гостиную, когда очень модно было дорого обивать стены дорогими материалами, не клеить обои, не красить. И вот гостиная, где специально все стены, все стулья, диваны, все обито материей одного цвета. Точно такой же материей, того же платья, в котором пришла дочь Петра Елизавета. Вот она входит, и ощущение, что просто от дивана отрезали кусок и на нее одели. В общем, любая бы женщина, наверное, обиделась. А тут тебе, представьте, Елизавета со всем еще своим пунктиком по поводу одежды оказывается в доме, где она одета в драпировку для дивана. Конечно, все это было подстроено заранее. Взрыв хохота. Громче всех хохочет императрица Анна, которая вообще, как мы с вами помним, чувство юмора было своеобразное, мягко скажем. Елизавета буквально выбежала из дома Лопухиной, приехала домой, сорвала с себя платье, изрезала его ножницами, долго рыдала. Запомнила, конечно, это все. Помнила она про то, как Лопухина распространяла слухи, что она не дочь Петра, а это уже дело серьезное. Соответственно, ее мать была неверна Петру Первому. И когда Петр сказал Елизавете, что он не очень хочет жениться на этой немке, он влюблен в дочь той самой Лопухиной, тут Елизавета все сразу вспомнила и пришла в ярость, наорала на племянника, дала поручение тайной канцелярии разобраться, что там еще за Лопухиной числится. Тут же всплыли все старые дела, сплетни, разговоры. Лопухину старшую обвинили в заговоре с целью вернуть на престол Ивана VI Антоновича, напомню, заточенного в крепости. Ну что, дальше все в духе времени. Лопухину приговорили к четвертованию. Елизавета все-таки никого не казнила. Она милостливо смягчила наказание на ссылку в Сибирь, а дочерей в отдаленные деревни. Но есть нюанс. Перед ссылкой ее все-таки били публично кнутом, а так как главное обвинение было антигосударственные и порочащие императрицу разговоры, Лопухиной подрезали язык. Такие времена. В общем, Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили с мамой его девушки возлюбленной, пришлось смириться с предстоящим браком и воле державной тетки покориться. Петр с самого начала внешне не понравился Екатерине, а потом вскоре, через некоторое время, он еще и заболеет оспой, лицо у него будет изуродовано. Он выживет. Многие будут думать, что он умрет, как и Петр II умер от оспы, но он выживет. Вот Екатерина потом подробно в своих мемуарах описывала уродство своего мужа внешнее. На портретах тогда, как вы понимаете, оспины не рисовали, все было гладенькое такое. Вот. Но выглядел он нехорошо. Кстати сказать, интересная история, вообще болела ли оспой Екатерина. Есть взаимоисключающие свидетельства. Где-то написано, что она болела в детстве. Где-то пишут, что она болела в детстве, но очень легкой формой, может быть, даже ветрянкой. Поэтому следов оспы на лице не было. Я думаю, что если бы она болела настоящей оспой, точно бы она не была таким адептом прививочной кампании. Как мы помним с вами, она первой привила оспу в России и одной из первых, наверное, первой монархиней, привившей оспу в Европе. Но вот у Петра III с лицом были действительно проблемы, это тоже симпатии не добавляло. Но зато сама Екатерина Елизавете очень понравилась. Елизавета говорила, что она умная девушка, почтительная, приятная, вежливая. Очень хорошо говорит по-французски. Как мы помним с вами, Елизавета тоже хорошо говорила по-французски. И поэтому у них сразу нашелся общий язык. Сразу возник конфликт между Елизаветой и мамой Екатерины. Мама Екатерины вздумала тут заявить, что моя дочка останется лютеранкой. Елизавета сказала, что лютеранкой вы останетесь обратно у себя в Германии, в церкве. Вот прямо сейчас отворот-поворот. Только православная. Надо сказать, что Екатерина с легкостью приняла православие, очень внимательно вместе с архимандритом Симоном Тодорским, известным просветителем церковным того времени, осваивала основы православной веры, буквально вместе с ним вгрызалась в старославянский язык, знала наизусть многие молитвы,
изучала очень старательно русский язык. И потом уже на протяжении своей жизни она не только хорошо говорила по-русски таким с легчайшим очаровательным акцентом, она и блестяще писала по-русски. Она писала по-русски и прозу, как мы знаем с вами, и пьесы, и стихи. Ну, стихи не такие хорошие, все-таки не Державина, вот, но писала стихи. Вот, то есть для нее русский язык стал абсолютно родным. Говоря о ее религиозных взглядах, я не могу не сказать сразу, что к вопросам веры она была глубоко безразлична. Как-то один из наших православных иерархов упрекнул Екатерину в том, что она поддерживает дружескую переписку с главным безбожником Европы, самим Вольтером. Эта переписка дискредитирует русскую веру и церковь православную. Екатерина сказала публично митрополиту следующее. Вы знаете, безбожник Вольтер читается с вниманием при всех европейских дворах. Благодаря моей с ним переписке он с большой симпатией относится к России и продвигает Россию и мои идеи повсюду. И от этого точно нет никакого вреда ни русской вере, ни русскому государству. А тогда, в молодости, изучая русский язык, она делала это столь страстно, занимаясь по ночам, сидя у открытого окна в своей комнате на морозном воздухе, что вскоре заболела, простудилась, заболела воспалением легких. Заболела Екатерина настолько тяжело, что было неясно, выживет ли она. И когда мама предложила ей привести уже исповедоваться лютеранского пастора, Фике неожиданно отказалась. Отказалась, попросив послать за православным батюшкой. Надо сказать, что это резко повысило ее придворные ставки. Она сразу стала для русских своим человеком. Елизавета расчувствовалась, потребовала от врачей любой ценой вылечить такую сознательную невесту наследника. Проявляла о ней неподдельную тревогу, ежедневно ее навещала. В июле 1744 года Фике, София Фредерика Августа, переходит в православие и уже официально получает имя Екатерины Алексеевны. Такое же имя и отчество, как и у супруги Петра I, Екатерины I. В этот день Елизавета подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. Не считали деньги наши монархи, не считали. В те времена 150 тысяч рублей – это примерно стоимость Михайловского имения Александра Сергеевича Пушкина. Душ на 200 мужского пола. На следующий день в торжественной обстановке в присутствии членов Сената, Синода и высших чинов состоялось обручение Екатерины с будущим императором. Екатерина получила титул великой княгини императорского высочества. Ну и очередные подарки, естественно, всякие бриллиантовые браслеты, портреты императрицы в драгоценных камнях, ну и просто там 1030 на карманные расходы. Ну что такое 30 тысяч? 30 рублей – это месячное жалование офицера боевого. Как только Екатерине минуло 16 лет, состоялась по-имперски пышная свадьба. Елизавета, как мы помним, с вами любила праздники, любила поплясать. Она еще тогда молодая, весьма. Вот. Ну и надо было показать всему миру, что продолжается династия Петра I. 1745 год. Пушечные выстрелы из Петропавловской крепости, войска шпалерами от Зимнего до Казанского собора. Везде разъезжают отряды гвардии, извещают население о великом-великом празднике. На Неву выводят, тогда появилась традиция, на Неву выводят знаменитый ботик Петра Великого, дедушку русского флота, вот как знак преемственности от Петра через дочь Елизавету, внуку будущему Петру Третьему. После венчания грандиозный бал. Тут начинается свадебная церемония. Вот все дальше, как в «Игре престолов». Вот везде в Европе были бестактичности к молодоженам, публичные процедуры доведения молодоженов от церкви до брачного ложа. Целый церемониал. Жениха с мужчинами удаляют для переодевания. Императрица сама снимает прилюдно с новобрачной платье, княжескую корону. Потом на нее надевают специальную брачную рубашку. Отдельно молодого мужа тоже одевают специальную брачную рубашку. Кстати, подарок Фридриха. Напоминал, что он соавтор этого союза. Затем императрица приводит их вместе со свитой в спальню молодого мужа. Новобрачные встают перед ней на колени. Она их целует, благословляет, вот, и уходит. Однако целая группа статсдам, гофмейстеров, там мама, все это на руках несут их, укладывают их в постель. В средневековой Европе еще и наблюдали за процессом, как сказать, лишения девственности. Обязательно должны были запротоколировать. У нас вроде уже к этому мы поцивилизованнее стали, поэтому все-таки удалились
Надо сказать, что после всех этих церемоний, на протяжении всего дня, с возлияниями, неудивительно, что у молодых могло в первую ночь ничего не получиться. Не до любви уже. В общем, мы не знаем, что произошло эту ночь. Екатерина потом напишет в своих записках, что как только двери закрылись, ее супруг повернулся к ней спиной и захрапел. Как это было или нет, мы не знаем. Но пройдет месяц, потом год, а брачных отношений все не возникает. Екатерина была абсолютным гением пиара. Я не могу привести сравнение столь удачной персональной пиар-стратегии по формированию мнения о себе в стране, мнения о себе в мире, мнения о России и мнения о себе у потомков. В отношениях вот Екатерина и ее муж Петр, здесь, конечно, она запудрила мозги всем историкам, школьникам и студентам, потому что сознательно, долго в своих записках, воспоминаниях, в записках и воспоминаниях своих придворных, которые, конечно, она контролировала, в записках и воспоминаниях современников, на которые, конечно, она влияла, она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга. Ну вот, на чем закончили. Брачная ночь, он отвернулся спиной к ней и уснул. Проходят годы, месяцы, брачные отношения не возникают. Что за этим стояло? Образ создан. Муж ее не любит, муж ей в открытую изменяет, муж относится к ней очень плохо, муж ужасен, муж уродлив после оспы, он асимметричен, он хил, он увлекается только солдатиками. Даже любовницы его какие-то страшные, одна страшнее другой, какой-то парад уродок какой-то. Потом появляется история, что муж вообще якобы ни с кем не имел никаких отношений, потому что у него был фимоз. Никаких здравых доказательств этому нету, потому что мы знаем о том, что, в общем-то, любовницы у него были. Какая кошка пробежала между ним и Екатериной? Она все время пишет, вот он приходил с охоты в Ботфорта, грязный, от него воняет потом, он в одежде падает на постель, а вслед за ним в нашу общую супружескую постель запрыгивают охотничьи собаки в грязи и возятся, и он с ними играет. Мне потом противно прикоснуться было к этим грязным простыням. Такая трогательная сцена, особенно если учесть, что спали они на разных постелях и в разных комнатах. И никакой общей постели у них большую часть их супружеской жизни никогда не было. Вот он играл в этих оловянных солдатиков. Мы пришли, мы вместе легли на наше супружеское ложе. Я ждала его, а он достал из коробочки солдатиков, разложил их на одеяле и играл в них до 2 часов ночи. Те, кто играл в оловянных солдатиков, знают, что они падают. И играть в них довольно проблематично в супружеском ложе. Надо на чем-то твердом. Вообще есть мнение, что супружеские отношения изначально между ними были, но они были прерваны по инициативе Екатерины. Есть письма Петра к Екатерине, где он обвиняет ее в том, что она к нему холодна. Эти письма полностью переворачивают всю картину, созданную записками Екатерине о вонючем недоумке с фимозом, дурно пахнущем, с солдатиками ее супруги. В общем, все это очень запутано и очень не так. О любовниках Екатерины. Первая ее влюбленность очень невинна, когда она только приехала, за ней стал ухаживать Чернышов, известнейший Дон Жуан придворный, будущий генерал. Тогда он был молодым парнем, ему там 20 с небольшим лет. Он волочится за Екатериной. Вот. И надо сказать сразу, что Петр ревнует, Петру это не нравится. Он называет Екатерину за глаза невестой Чернышова, она еще невеста, его они еще не венчаны. Он жалуется Елизавете. Елизавета делает Екатерине выговор, в итоге Чернышова отправляют куда-то там, на границу, по-моему, чтобы этот роман платонически сразу прервать в корне. Затем уже после свадьбы, когда проходит, как я сказал, месяцы и годы, нет детей и явно нету никаких отношений, Елизавета принимает решение, бог с ним с любовью, нужен наследник, или поимей наследника от Петра, или я закрою глаза, заведи себе любовника, нам нужен наследник престола. Империи нужна стабильность. Империя должна знать, что обеспечена преемственность власти, обеспечен преемник. Это успокоит элиты, это успокоит народ, это даст стране нормально политически развиваться. Надо сказать, что Елизавета в этом отношении совершенно права. Много слухов о том, кто, собственно, Павел I, чей он сын он Салтыкова, есть такие намеки. Если посмотреть на портреты, конечно, Павел сын Петра. Там такая генетика. И не только физиономистическая, там генетика характеров. И если бы он
не был бы сыном Петра, наверное, бы к нему лучше бы относилась Екатерина. А как женщина она была несчастна. Она была несчастным ребенком, в несчастной семье она была несчастной женой. Да и потом как-то не особо складывалось у нее. С сыном отношений не было фактически. Ведь Павла у нее заберут с первого дня. То есть представьте себе мать, у которой сразу забрали сына. Павел воспитывался при дворе Елизаветы. Мать к нему фактически не допускали. Как у разведенных, по выходным повидать. Екатерина всю свою жизнь прожила без нормальной семьи. Екатерина вышла из неблагополучной семьи. И Петр, ее супруг, он тоже ведь, по сути, вырос сиротой. Ребенок не знал любви вообще. Два несчастных подростка, насильно которых женили. Насильно женили Петра. Екатерина была готова на все. Не могла получиться счастливая семья. Петр воспитан при немецком дворе. Екатерина стопроцентная немка. И странные такие, знаете, европейские семейные ценности. Сравните с нашими. Долгорукие. Как они друг друга держались. Как они друг друга продвигали. Как они поддерживали. Вместе пойдут потом на плаху в Сибирь. Мы знаем Григория и Алексея Орловых. Одного самого знаменитого в будущем любовника Екатерины, второго его младшего брата, сподвижника, умницу, крупного государственного деятеля. Вообще-то Орловых 5 братьев. Очень любят, почитают отца, новгородского губернатора. Стоят друг за друга горой. Братские отношения Орловых – это образец, как должны братья жить вместе. И потом, какая у них у всех по-разному, но яркая судьба. Ведь если Григорий Орлов умрет достаточно молодым, вкусив всего от этой жизни. Алексей Орлов, прославленный государственный деятель, долгая жизнь, доживет почти до войны 812 года. Его брат Федор, командующий частью нашей эскарды при Чесменской бухте, успешный военачальник, яркий человек, талантливый. Самый младший из братьев Владимир, он проживет почти 100 лет, учился за границей, университет, историк. Яркая семья и очень близкие, близкородственные братские отношения. Вспомните отношения Екатерины с единственным родным человеком, с братом, с которым она вообще ни разу не общалась после переезда в Россию. Наследник в итоге появится. И когда он появится, для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, она родила наследника Павла у нее заберут, больше она не нужна. И дальше долгие-долгие годы ожидания. Ожидания непонятно чего, в странном статусе. Ожидание, когда придет их очередь. Екатерине досталось трудное детство, трудная юность. Она и в детстве, и в юности постоянно находилась среди людей, не любящих ее, людей равнодушных, людей неумных, по своим личным качествам, по умственным качествам гораздо слабее и хуже самой Екатерины. Чему она могла научиться при дворе Елизаветы? Разве что придворным интригам, хитрости и лицемерию. Единственный человек, который к ней отнесся по-человечески в самом начале, это была сама Елизавета. Но и то, уже после рождения наследника, она к Екатерине охладеет. Постылая дочь стала постылой женой человека, который сам был ей постыл. Она прошла трудную и жестокую школу человеческих отношений. Она научится виртуозно использовать мужчин. Сначала в личных целях, а потом государственных. Собственно, на событиях этого года и заканчивается история бедной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Фике. Исчезает одинокая девочка из неблагополучной семьи, а на исторической сцене возникает их императорское высочество Екатерина Алексеевна. В 18 лет в XVIII веке, когда Екатерина еще не была Екатериной Великой, а была великой княгиней Екатериной Алексеевной. 18 лет, когда, казалось бы, ничего особенного не происходило, но на самом деле все эти годы молодая немка училась становиться русской, завоевывала авторитет в русском обществе, училась политике, училась интригам, вообще очень много училась и готовила к себя к роли будущей императрицы. Итак, великая княгиня. Что такое великая княгиня? Супруга великого князя. В российской традиции так называли членов царской семьи, которые не занимали престол, или пока еще не занимали престол, но находились в самых близкородственных отношениях с царствующим домом. Великих князей в те времена было немного. Впоследствии уже во времена поздней империи великое множество. Все они занимали значимые должности, и в них несложно запутаться. Екатерина II, будущая, скончается в
1796. Жизнь ее будет не короткой по тем временам. Это, кстати, вообще отдельный миф про среднюю продолжительность жизни, которая была раньше и которая есть сейчас. Это великий миф чиновников от медицины. В 16 лет она выходит замуж за будущего императора Петра III. И далее 18 лет ждет престола. В России, чтобы что-то добиться, надо править долго. Вот Петру III не повезло. Он правил полгода. Его супруга 33 года. Почувствуйте разницу. Петербург призван был поражать великолепием. Сама Елизавета появлялась на торжественных выходах, усыпанная бриллиантами, в роскошных платьях, которые она никогда не одевала дважды. Выходила на официальные молебны при целом созвездиях орденов, ездила большими императорскими поездами. Но, однако, в будничном обиходе двора, конечно, все было совсем по-другому. В Зимнем дворце царили неряшество и полная, как бы сейчас сказали, бессистемность. Все напоминало такой новорусский стиль 90-х. Екатерина II потом вспоминала в своих записках невероятное ощущение холода и грязи. Стоило лишь покинуть официальные покои. Экономика, финансы империи были в большом расстройстве. Считалось, что государственный доход составляет 16 миллионов рублей. Почему я говорю «считалось»? Потому что точного подсчета никто не вел. Уже при Екатерине была проведена ревизия финансов, как только она взошла на престол, то выяснилось, что не 16 миллионов, а 28 миллионов ежегодный доход казны. Почти в 2 раза больше. Наш бы Минфин и Антон Германович Силуанов были бы от такого бюджетного планирования в шоке. Основная задача юной великой княгини – произвести наследника. Как только Екатерина появляется при дворе, вся ее жизнь, ее личная жизнь начинает жестко контролироваться и мониториться специально представленными людьми. Началось все с интриги вокруг Чернышова. Это не тот Чернышов, блистательный граф, прославленная дворянская семья. Это такой довольно своеобразный Чернышов, который был одним из слуг ее супруга Петра III. Происхождение он был неясного, говорят, даже из крепостных. Но парень был красив. И вот как-то так получилось, у Екатерины все-таки был вкус на красивых молодых людей. Никаких отношений с ним не было вообще. Она его использовала для каких-то своих частных поручений. Он обращался к ней матушка, она к нему обращалась сынок, при том, что сынок был лет на 10 ее старше. И вот в один из моментов некто граф де Вьер, придворный камергер, застал 17-летнюю Екатерину у портьеры спальни через полуотворенную дверь, о чем-то шепчущуюся с этим самым парнем Чернышовым. Ну и даром, что Девьер был дворянин, сразу же об этом донес. Началось разбирательство. В каких отношениях состоит Чернышов без роду, без племени с великой княгиней. Ну, для профилактики его сразу арестовали. Отправили куда-то в казематы. Екатерина была в отчаянии. Не потому, что ей очень жалко Чернышова, хотя, наверное, жалко, а потому что это страшное недоверие. Она невинная девушка 17-летняя, ее так косвенно обвиняют в прелюбодеянии, да еще непонятно с кем. И даже, как впоследствии писала Екатерина в своих записках, она решила совершить самоубийство. Достала нож и пыталась им зарезаться. Ну, дальше история умалчивает. То ли нож оказался тупым, то ли она себя ударила, забыв снять корсет плотный. Ну, в любом случае, мы эту историю знаем только со слов самой Екатерины. Поэтому она могла ее немного приукрасить. Тем временем Чернышов сидит в тюрьме. Все это не мешает ей завести легкую платоническую интрижку с Кириллом Разумовским, который начал за ней ухаживать. Такие были отношения при дворе. Всесильного фаворита, почти мужа Елизаветы Алексея Разумовского, младший брат, который прятался на дереве, когда за ним прислали в украинское село забрать его в Петербург. Испугался, что его заберут солдаты. Тем не менее, он уже причесанный, знатный вельможа, набравшийся европейских наук и вообще президент Российской академии наук. Вот этот Кирилл Разумовский за ней ухаживает, буквально в открытую. Екатерина флиртует, продолжает переписываться с Чернышовым, выражая всяческое ему сочувствие. В итоге этого Чернышова, поскольку ничего доказано не будет, никакой связи между ними не было, его отправят куда-то служить в провинцию в Оренбург. Петр III, когда зайдет на престол, вспомнит своего невинно пострадавшего, симпатичного, бойкого слугу, вернет его на службу в Петербург. Он сделает совершенно замечательную карьеру. Он будет верен Петру III. Весь период Екатерининского переворота он будет рядом с Петром. Екатерина не в обиде его, даст ему возможность дальше служить при дворе, служить в армии. Чернышов доживет до глубоко преклонных годов, опять же, возвращаясь к мифу о среднем возрасте, почти до 80, закончит свою жизнь генерал-аншефом, уважаемым человеком. Так как вокруг Екатерины вьются молодые люди, то к ней представляют специальную фрейлину, некую Марию Чеглакову, верную жену, у которой хорошие дети, красавица, умница, прекрасные отношения с мужем. Вот ее представляют специально к молодой, неопытной
Кате, дабы она все прелести традиционных семейных ценностей, и то, как важно родить ребенка, наследника, как этого хочет императрица, поменьше, чтобы она тратила время на всякие, как бы сейчас сказали, великосветские тусовки, а побольше занималась мужем своим Петром. Чеглакова настраивает ее на такой вот позитивный лад. При этом она, естественно, как тень везде за Екатериной ходит. Екатерине мало что, собственно, разрешается. Личной жизни в эти годы у нее нет, она под контролем. Как складывались у нее отношения с мужем? Хочу еще привести одну интересную цитату, я нашел из записок прусского посланника фон Мардефельда. Что он писал о Петре? Петру на тот момент 19 лет. Цитирую. «Уступает всем своим дурным склонностям. Упрям, неподатлив, не чужд жестокости, любитель выпить, любитель любовных похождений. С некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Не скрывает отвращения, кое питает к российской нации». Про это мы с вами говорили, обратите внимание. Замечали даже иностранные послы. Каковая нация в свой черед его ненавидит, а он над религией греческой насмехается. Супругу свою не любит, так что, как иные предвидят, по некоторым признакам детей у них не будет. Однако при этом ее ревнует. Ну, это чисто мужской подход. Так что, ежели хочешь к нему войти в доверие, не стоит посещать его супругу чересчур прилежно. То есть поменьше поддерживайте отношения с Екатериной, а то Петр вас не взлюбит. С ним толковать следует только об осадах и битвах. Ну, мы неоднократно с вами говорили о субъективности Екатерины в своих записках, субъективности в отношении своего супруга на грани фальсификации. Ну вот перед нами официальный документ посольства. Как мы видим, что оценки во многом совпадают. А вот что писал русский посланник про Екатерину. Екатерине на тот момент 18 лет. «Великая княгиня умна и основательно не по годам. Умеет делать хорошую мину при плохой игре». Ну, это главное качество, которое должны владеть все большие начальники. В одном лишь по справедливости можно ее упрекнуть: не знает деньгам счета. Общее мнение гласит, что хотя поначалу супруг ее полагал, что дело свое исполнил до конца, однако же граф Разумовский, президент Академии, взялся довершить ради блага великой сей империи. Вот в этой сложно сочиненной малопонятной фразе дается намек на то, что с супругом у нее отношений нет, а с графом Разумовским отношения есть. Это неправда, их не было. Как и в предыдущие годы, Екатерина все время очень много читает. Причем читает серьезную литературу, не женские романы. Так же, как за 200 лет до нее Иван Грозный. Заметим, как спустя 200 лет после нее многое за поем читал Иосиф Сталин. Позже она напишет, что эти 18 лет скуки очень помогли ей в части образования. Но она не только читает, она методично изучает природу людей. Впоследствии Екатерине будут говорить, что урожденная немка стала самой русской из русских правителей. От своей горничной слух она узнает множество народных пословиц и поговорок, постоянно используя их в повседневной речи, подчеркивая, демонстрируя, что она русская. Вообще, обратите внимание, что когда иностранец начинает говорить к месту русскими пословицами и поговорками, это всегда очень нравится любому носителю языка. Вспомните того же Рональда Рейгана. Когда, наконец, был подписан договор об ограничении стратегических вооружений, Рейган не смог не заметить на пресс-конференции про договор «родился, не торопился». Это подкупало. Вот Екатерина действовала так же. И вообще русский язык сложный. Я тут немного, коли я Сталина упомянул, не могу не сказать еще пару слов о языкознании. Русский язык относится к так называемым языкам флективным. То есть суть в том, что смысловое разнообразие достигается за счет новых словоформ. Не только за счет сочетания слов, но и за счет новых словообразований по форме. Это очень сложно для европейцев. Ну, вот, например, там есть цвет сиреневый, есть сиреневатый, есть сиреневенький какой-нибудь. Ну и вот эта вся словесная звуковая абракадабра, конечно, для иностранца абсолютно непонятна. У любого профессора-слависта от всех этих сиреневатеньких мозги совершенно вскипают. Поэтому русский язык, конечно, можно выучить, но как бы долго и упорно вы им не занимались, каждый из нас native born Russian сразу же почувствует иностранца в беседе. И не только по интонации, и даже не по акценту, а вот именно по использованию слов. Екатерина овладела русским досконально. Она говорила не так, чтобы совсем без акцента, как говорят, у нее был такой легкий, как бы сейчас сказали, прибалтийский акцент, так немножко как Лайма Вайкуля. При этом абсолютно свободно, богато, с использованием словесного диапазона. Она блестяще писала по-русски. Это о многом говорит. Учите русский язык. Номер один для вас предмет, который самым существенным образом повлияет на вашу будущую жизнь, судьбу, карьеру, достаток и все остальное, это
русский язык и литературу. Начинайте с этого. Читайте больше, как Екатерина, как многие другие. Если для вас Грозный Сталин не авторитет, посмотрите, что говорил о чтении Илон Маск. И вот когда его спросили, откуда у вас такие яркие, неординарные идеи, он ответил коротко: я просто в детстве очень много читал. И сейчас продолжаю. Читайте. Очень часто говорят о том, что Екатерина в молодости очень хотела понравиться русскому народу, как бы понравиться людям. Это, конечно, очень наивное утверждение. Собственно, о каком народе идет речь? Кому она хотела понравиться? Крестьянам с хутора Диканька, татарам казанским, петербургским извозчикам, московским купцам? Конечно, нет. Екатерина научилась нравиться тем, кто фактически владел Россией, то есть верхушке дворянства. Я напомню, что в это время дворянство составляет 2% населения империи, однако владеет 2/3 финансового капитала и более чем половиной всех пахотных земель России. Это европеизированная Петром элита, правящий слой, говоря словами Брежневской конституции, руководящая и направляющая сила общества. Конечно, в те времена не было слова «партия». В современном смысле этого слова, когда говорили о партии, то, я думаю, что дворяне вспоминали разве что о партии в карты. Но, как ни называй, а у дворянства была своя политическая партия, или, можно даже сказать, свой боевой отряд. Это была созданная Петром I гвардия. На протяжении всего XVIII века именно гвардия, боевой отряд дворянства, с непролетарской, но никак не меньшей решительностью решала вопрос о власти. В гвардии служили самые активные дворяне. Вплоть до 17 года гвардейские полки – это главный кадровый лифт империи. Поэтому популярность не просто у дворянства, а популярность в гвардии. Но это просто must для любого претендента или претендентки на российский престол. Вспомним наш рассказ о Елизавете, которую, как известно, возвели на трон 300 гвардейцев, 300 ее кумовьев, 300 гвардейцев, детей которых она крестила, и с кем она, дочь живой легенды Петра Великого, могла запросто поднять по рюмочке анисовой. Екатерина в самом молодом возрасте поняла главное в русской реал-политика. Россией владеет не государь, не он один, не единолично. Россией владеет организованная дворянская группировка. К сожалению, для себя будущий император Петр Федорович этого так никогда и не понял. Он-то был уверен, что ему, прямому наследнику, внуку Петра I, по закону, по ордынской традиции, все будут подчиняться автоматически. Увы, не так. Постепенно молодая Екатерина начинает составлять конкуренцию стареющей императрице Елизавете и конкуренцию в самом главном для нее политическом вопросе. В вопросе, которым Елизавета была искренне и круглосуточно озабочена. В вопросе ее женской красоте. Это при том, что Елизавета действительно была в молодости красавицей, а Екатерина как раз, как бы сейчас сказали, стандартной фотомодельной внешностью не обладала. Вот что писал английский посол Джон Хобарт. Екатерина никогда не была красавицей. Черты ее лица далеко не так тонкие и правильные, чтобы могли составить то, что считается истинной красотой. Но прекрасный живой цвет лица, живые умные глаза, приятно очерченный рот, роскошные каштановые волосы создают такую наружность, к которую мужчина не может отнестись равнодушно. В общем, Екатерина была, как бы сейчас сказали, больше очаровашка, более charming and sexy, чем просто beautiful. И она умело этим пользуется. В общем, она и сама была в этом отношении довольно самокритична, когда писала в своих записках, давала себе такую самохарактеристику. Говоря по правде, я никогда не считала себя красивой. Но я нравилась. И думаю, это было моей силой. И еще раз, любезность, любезность и любезность. То, как ведет себя Екатерина, это, конечно, Дейл Карнеги на практике. Как завести друзей и всем всегда нравится. Вот ее собственные слова. «Своему возвышению я обязана русским старушкам. И в торжественных собраниях, и на простых вечеринках. Я подходила к старушкам, конечно, имеется в виду богатые, особые, знатные старушки, графини, княгини. Я подходила к старушкам, садилась возле них, спрашивала об их здоровье, советовала, как употреблять им какие лекарства в случае болезни, терпеливо слушала их бесконечные рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености современных молодых людей». Как современно это звучит. Сама спрашивала их совета в разных делах, и каждый раз потом их искренне за это благодарила. Я знала, как зовут всех их мосек, баллонок, попугаев. Знала, когда какая из них именинница. Ну, слушайте. Ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка.
Помните? Как вам такая тема для школьного сочинения? Общее в психологическом портрете Грибоедовского Молчалина и будущее Екатерины Великой. Мы отвлеклись. Только ли старушкам собиралась нравиться Екатерина? Конечно, нет. В гораздо большей степени она желала нравиться и нравилась молодым и бравым гвардейцам. Причем не только как очаровательная женщина. Она формировала имидж патриота, человека, который ценит гвардию, любит Россию, готов служить ее интересам. И так, шаг за шагом, на протяжении всех этих 18 лет Екатерина становилась все более и более популярна. По мере того, как Елизавета, конечно, ничем не правит, она просто царствует, она веселится. Ее замечательнейший гражданский муж Разумовский тоже в политику совершенно не вмешивается, оставаясь при этом в прекрасных личных отношениях и с Петром III, и с Екатериной. Любил с будущим императором выкурить трубку, пообщаться. Но, тем не менее, после переворота Разумовский нес на коронации Екатерины в Москве ее корону. Тогда уже многие умные люди понимали, что Елизавета не вечна. Как мы помним с вами, она последние годы все время болела. А ставку надо делать не на Петра. Ставку в будущей царской чете надо делать на Екатерину. Не могу не сказать пару слов по поводу рождения Павла. У нас будет еще большой курс из 3-4 лекций, посвященных Павлу I, который во многом повторил судьбу своего отца, Петра III, с той лишь разницей, что процарствовал он несколько подольше, чем полгода. Уже с момента своего рождения судьба его была совершенно несчастливой. Я напомню, что он родился спустя 9 или 10 лет их брака. К этому моменту уже вовсю циркулировали слухи, Петр вообще не способен зачать ребенка. Та же самая мадам Чеглакова, это прекрасная мать и фрейлина Екатерина, специально к ней представленная, по некоторым данным, в открытую по поручению императрицы Елизаветы говорила: ну, слушай, империи нужен наследник. Но если с мужем не получается, выбери себе кого-нибудь посимпатичнее. Императрица поймет. Вот, например, есть два хороших парня, Салтыков и Нарышкин. Этот вопрос, честно говоря, к моменту такой двусмысленной или недвусмысленной беседы уже опоздал, потому что Екатерина уже находилась несколько месяцев в связи с Салтыковым, своим первым фаворитом. Что можно сказать о Салтыкове? Ну, во-первых, это был ближайший друг ее мужа, Петра III. Такие были нравы. Во-вторых, он был постарше Екатерины, ему было около 30, из древнего рода, высокий, красивый, богатый, веселый. Такой вот мажор XVIII века. Особых талантов за ним не водилось. Он, надо сказать, в наглую ухаживал совершенно за замужней Екатериной. Она, как писала потом в своих записках, долгое время, долгие месяцы не принимала его ухаживаний, терпела сколько могла, но в конце концов сдалась. И вот когда она 20 сентября 1754 года родила мальчика, коего нарекли Павлом, то сразу возник слух, чей он сын. Он сын Петра, великого князя, или он сын Салтыкова. Ребенка, если верить запискам Екатерины, сразу же унесли. Колыбелька его стояла в спальне Екатерины пустой. Екатерина 2 дня лежала одна на кровавых простынях, рыдала и якобы увидела своего сына лишь спустя 40 дней после родов. При этом с появлением наследника ее положение при дворе ухудшилось. Честно говоря, ничего парадоксального в этом нету, поскольку ситуация довольно классическая. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать. Однако по Петербургу, как круги по воде, распространялись слухи. В эпоху отсутствия интернета и, мягко говоря, рудиментарных СМИ, основным источником информации для жителей столицы являлись слухи, сарафанное радио. Радио говорило следующее. Первая версия. Екатерина родила мертвого младенца, которого подменили чухонцем. Чухонцем, потому что Павел был курносый. Вторая версия. Это на самом деле сын самой Елизаветы Петровны от Разумовского. В пользу этой версии говорило то большое подчеркнутое внимание, которое императрица уделяла Павлу, сыну Екатерины. Действительно, сразу забрала его после родов и воспитывала при себе. А, мол, вся беременность Екатерины подложна. Версия полуфантастическая. Елизавете на тот момент 45 лет. Следующая версия. Подлинный отец Павла Чернышов. Фантастика. Там и рядом уже к тому моменту Чернышова не было. И, наконец, самое известное. Отец Павла, тот самый Сергей Салтыков. Сам Салтыков, конечно, беспредельного ума человек. Он прилюдно в узких кругах всем рассказывал, что он и есть отец ребенка. Поэтому рассказы эти не способствовали укреплению монархии. Его быстренько после родов отправили дипломатом за рубеж. Так, вы знаете, в советские годы впавших в политическую ересь секретарей обкома, в чем-то провинившихся, отправляли послами за границу. Можем сказать с вами, что советская практика базировалась на твердых исторических прецедентах. Что характерно, Екатерина, зайдя на трон, Салтыкова не вернула. Отзывалась о нем весьма пренебрежительно. Мол, будет везде пятое колесо в телеге.
И вообще по молодости она относилась к политическим и государственным талантам своих любовников весьма трезво. В те времена тоже был материнский капитал. Правда, распространялся он в основном на штучных матерей. На рождение наследника императрица подарила Екатерине 100 тысяч рублей. Однако администрирование этого материнского капитала казалось делом непростым. Дело в том, что Петр Федорович счел себя обойденным, потребовал себе отцовский капитал, награду за рождения наследника, не меньше, чем такую же сумму. Однако денег не было. Тогда Петр Федорович отобрал 100 тысяч рублей у своей супруги Екатерины. Взял в долг, сказал, потом когда-нибудь отдам. Естественно, никогда не отдал. Это тоже их отношения не улучшило. В общем, ссорились они не только из-за отсутствия взаимных любовных симпатий, но в том числе и из-за денег. Тем более, что к тому моменту Петр уже откровенно заводил любовниц, супругу свою за глаза называл запасной мадам. Вскоре при дворе появился блестящий красавец, будущий и последний польский король Станислав Август Понятовский, сын краковского правителя. Его отец, Каштелян, правитель краковский, имел некий приоритет по сравнению с остальными региональными польскими царьками. Глава субъекта, просто самый авторитетный, самый значимый, самый заслуженный. Мэр Москвы, например. Губернатор Петербурга. Мать его, дочь магната Черторийского. Чтобы мы понимали с вами, что такое Польша и в какой степени поляки, а не белорусы и не украинцы. Что такое магнат Черторийский? Понятовский родился на территории современной Белоруссии. Черторийск, город, это на территории современной Украины, то есть все это весьма намешано. Это был хорошо образованный молодой человек с яркими ораторскими способностями, он даже как-то успешно выступал в Сейме. Находился в России на иностранной дипслужбе, служил у английского посла, потом у саксонского посла. Сделаю здесь небольшое отступление. Вообще, саксы, одно из германских племен, или даже правильнее сказать, группа германских племен, изначально проживала на юге Скандинавии и на территории современной Дании. Племя было пассионарное, активное. И вот оно постепенно захватывало новые земли. А часть саксов даже переправилась через море и вместе с другими германскими племенами, англов, ютов, еще некоторых менее известных, где вступили в союз с бритами, с кельтским коренным населением Британии. И вот, собственно, англосаксы – это англы и саксы, те самые германские племена. Собственно, саксы стали одним из основных компонентов современной английской нации. Если мы с вами посмотрим английскую географию и увидим, как называются старинные английские графства, то обратите внимание, какой-нибудь Уэссекс, где пчел разводит Шерлок Холмс. Вот Уэссекс – это вестерн, то есть это западная Саксония. Да? Иссекс – это восточная Саксония. Сассекс – это южная Саксония. Другие саксы пошли на юг и на восток, в том числе в те земли, где находятся современные Лейпциг и Дрезден, где никогда германских племен не было. Там, на самом деле, жили славяне. Славян они вытеснили постепенно и сформировали большое государство. Оно было и герцогством, королевством. В общем, это была большая, довольно существенная германская земля. На протяжении уже нового времени история Саксонии весьма неудачна. На протяжении всего XVIII века оно постоянно оказывалось в составе невыгодных для себя коалиций, постоянно терпело военные поражения. Начнем с того, что во время Семилетней войны Саксония стала одним из основных театров военных действий. И Фридрих Прусский ее буквально вытоптал. Считалось, что только потери населения Саксонии около 100 тысяч человек. Это огромные цифры по тем временам, не говоря уже о колоссальном финансовом ущербе, который она понесла. В политическом смысле эта страна состояла в противоестественной личной унии с Польшей. Король польский являлся одновременно саксонским герцогом. Понятовский оказался таким образом на саксонской службе. И вот Екатерина влюбилась по-настоящему. Впоследствии Понятовский получит от рук Екатерины польскую корону, став последним королем польским и великим князем литовским. Станет искренне стремиться превратить страну в управляемое государство. В итоге все-таки непростая страна. В итоге ничего этого хорошего парня не получится. Позже, в 1795 году, после подавления очередного польского восстания Тадеуша Костюшка, Понятовский оставит Варшаву и в сопровождении российских драгун прибудет в Гродно, где и подпишет акт отречения от престола. Впрочем, последние годы своей жизни Понятовский проведет в Петербурге, где и скончается с королевскими почестями, будет похоронен на Невском проспекте в храме Святой Екатерины. Могилы его там нет, поэтому не пытайтесь во время поездки в Петербург найти могилу последнего польского короля, его потом перезахоронят в Польше. Мы так подробно об этом говорим, потому что Понятовский совершил удивительную вещь. Он сохранил все любовные письма Екатерины, и они довольно много рассказывают нам о личности молодой Екатерины, об их отношениях.
В декабре 1757 года Екатерина родит второго ребенка, дочь Анну. Однако Петр вновь выражает озабоченность насчет аутентичности своего отцовства, беседует с Нарышкиным примерно в таком ключе: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Сомнения в отцовстве были настолько велики, что на официальное мероприятие крещения маленькой Анны, к сожалению, она умрет в младенчестве, даже не пригласили официальных гостей. Все это было в таком узком семейном кругу. Есть такой эпизод забавный в воспоминаниях того самого Понятовского о том, как он как-то возвращался с ночного свидания со своей возлюбленной Екатериной. И вот что он далее пишет. Прямо все в стилистике Дюма, «Королева Марго», только меньше крови. «Я едва успел сделать несколько шагов, как меня окружили всадники с саблями наголо, взяли за ворот и повели к великому князю Петру. Я уж думал, что пробил мой последний час. Великий князь прямыми словами спросил меня, не пользую ли я его жену, на что я ответил, конечно, нет. Отдадим должное выдержке пана Станислава. Петр несколько часов удерживал его под стражей, потом пригласил его на прогулку по парку в Петергофе и сказал с глазу на глаз: «Ну ладно, что ты как маленький? Отчего не признался мне вовремя? Если бы ты это сделал, не вышло бы всей этой суматохи». В общем, все это очень забавно. Галантный 18 век. Говорят, с той поры Петр даже стал совместно устраивать ужины для Екатерины, Понятовского и своей любовницы Воронцовой. После свержения Петра она будет просить, буквально умолять, позволить ей остаться вместе со своим возлюбленным, уехать с ним куда-нибудь из Петербурга, не покидать ее. Екатерина II, конечно, ничего этого не позволила. Зачем ей ненужные свидетели? Но в итоге Лиза Воронцова проживет долгую жизнь, выйдет замуж, будет долго жить в Москве, потом вернется в Петербург. И Екатерина никак ее преследовать не будет. Кстати сказать, у нее была замечательная семья, двое выдающихся братьев, которые очень любили Лизу и не любили красавицу, свою сестру, постоянно упрекая ее в пренебрежении семейными ценностями. Один из братьев станет канцлером Российской империи, второй будет выдающимся дипломатом и, наверное, главным англофилом в русской истории. У него будут замечательные дети и, конечно, замечательный старший сын, известный нам как создатель Воронцовского дворца. Но о нем, наверное, я расскажу вам отдельно поподробнее, если будет интересно. До встречи через неделю.